Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Надеюсь, у меня хорошо слышно, потому что море сзади шумит. Хочу сегодня поговорить на тему 6 отличий мальчиков в обучении от девочек. Мамочки, есть такие мамочки, таких, к сожалению, большинство, которые не жалеют своих мальчиков, начинают с 5, с 4, 6 лет отдавать их в какие-нибудь секции, и в такие секции, где задействована умственная активность, изучение языков иностранных и все такое. Но есть детки, которые предрасположены, у которых есть интерес на обучение. Они могут начать и с 5 лет, и с 6 лет. Но есть детки по своему индивидуальному отличию, в особенности мальчики, которые хотят учиться, у которых есть желание что-то изучать, обучать. Есть с 7 лет, с 8 лет. И нужно смотреть по своему ребенку, насколько он готовый, насколько у него есть желание. В Турции обучение в школе начинается с 7 лет. Раньше было с 6, но сейчас переиздали закон, теперь только с 7 лет. Со стороны психологии, я считаю, это очень правильным подходом. С мальчиком нужно разговаривать четко и кратко, все по теме. Он не может сидеть, он не может просто слушать молча, у него должна быть физическая активность. Мальчики генетически вот такие, они не могут, у них нет усидчивости, они должны бегать, они должны что-то изучать, они должны что-то крушить. Все в этом роде. Но вы не должны запрещать делать это мальчику. Но, конечно, все в пределах разумного, чтобы он не навредил ни себе, ни окружающим. Уроки должны быть направлены не на теорию, а на практику. Они должны быть с физической активностью. Мальчики должны трогать, должны что-то изучать, должны что-то собирать, и все в этом роде. В Англии проводили исследования и выявили, что мальчики плохо переносят теплую температуру. Температура воздуха, там, где он находится при обучении, например, в классе или в комнате с репетитором, это помещение должно быть прохладным, в отличие от девочек. Девочки на 2 градуса любят потеплее, они тепличные цветочки, девчонки. А мальчишка в духоте начинает, он разморится и просто уснет на парте. Мальчиков больше, чем девочек, постоянно нужно хвалить. У них очень-очень высокий уровень к соперничеству, к соревнованию. Их нужно постоянно хвалить за каждую мелочь, за каждую малюсенькую победу. Он везде для вас должен быть первым. Мальчики, в отличие от девочек, больше ждут тепла и любви от мамы. Девочкам больше нужно эти чувства показывать от папы. С мальчиком, если папа немножко построже, ничего страшного. Но мама должна быть для него, и вообще, в принципе, она для него царица мира, единственная женщина для него. Она должна быть ласковой, она должна всегда его обнимать, всегда его целовать. У мальчиков эта потребность к любви от мамы больше, чем у девочек. И, кстати, у мальчиков слух немножечко ниже, чем у девочек. И я думаю, почему мой муж меня постоянно то не слышит, то не понимает. Я говорю, ты вот это слышал? Нет, я тебя не слышал. И вот так у нас постоянно. А есть такая замечательная ученый в области нейронауки, психолингвистики Черниговская.
Как-то в своих лекциях сделала такую пометку, что мальчики, то если отдать ребенка с раннего возраста в музыкальную школу, играть на инструментах, изучать музыкальные инструменты, то у него мозг будет работать намного по-другому, намного лучше, чем у обычных детей. Качается качество нейронной сети. Чем раньше отдадите, тем лучше. Пластичность мозга лучше начинает работать. И когда мы стареем, у нас понижаются все мозговые функции, и мы начинаем как будто бы плохо слышать. На самом деле мы неплохо слышим, как моя бабушка. Я, говорит, тебя услышала, но я, говорит, не поняла, что ты сказала. Взрослые люди плохо разбирают речь, и не потому что они глухие, а просто их мозг перестал расшифровывать между словами. И если вы отдадите чем раньше, тем лучше в музыкальную школу изучать музыкальные инструменты, то у вашего ребенка есть вероятность не получить такое нарушение. Снизится вероятность заболеть Альцгеймером. Как у мальчиков от природы есть логика. То, чем похвастаться девочки не могут. Девочки думают интуицией. Так вот, если вы говорите мальчику «это нельзя, то нельзя», должны будете логически ему объяснить, почему вы это ему запретили или почему вы это ему не разрешаете. Если вам было полезно это видео, поставьте пальчик вверх и обязательно подпишитесь.